Здравствуйте! Я снова рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня мы с вами будем готовить маковый рулет с необычным плетением. Для теста нам понадобится мука, молоко, яйца, масло, дрожжи, сахар, соль, ванилин и немного подсолнечного масла. А для начинки мак. Начнем с приготовления опары для нашего теста. Для этого нам понадобится теплое молоко. Предварительно мы согрели наше молоко до 40 градусов по Цельсию. Отлили от общего количества молока 50 мл. Добавляем дрожжи и хорошо растворяем дрожжи в молоке до полного растворения. Добавляем 3 чайные ложки сахара от общего количества и столовую ложку муки. Накрываем пленкой нашу опару и откладываем в теплое место на 15 минут. Тем временем замесим тесто. Разбиваем яйца. Взбиваем их. Добавили сахар оставшийся, соль и ванилин, молоко. Опара наша подошла. Она увеличилась у нас почти в 2 раза. Добавим в тесто и замесим снова. Теперь будем добавлять муку постепенно. Она у нас просеянная. Замешиваем мягкое тесто. В зависимости от вашей муки, может быть, понадобится больше или меньше. Тесто должно быть вот такой консистенции, еще прилипающее к рукам. Мы будем добавлять частями масло и вмешивать в тесто. Где-то 10-15 минут. До тех пор, пока не будет тесто липнуть к рукам. Накрываем наше тесто пленкой и откладываем в теплое место на 2 часа. В течение 2 часов мы 2 раза обминали наше тесто. Посмотрите, какое тесто у нас получилось. Оно увеличилось у нас в 2 раза. А сейчас выкладываем тесто на коврик. Начинаем работать с тестом. Формируем его в прямоугольную форму. Делим тесто на 2 равные части. Посмотрите, насколько оно воздушное внутри, такое мягкое и нежное, просто идеальное для выпечки. Теперь формируем из него шар. Аккуратно собираем края внутрь. Одну часть убираем обратно в теплое место, а с другой продолжаем работать. Переворачиваем и немного растягиваем руками. И начинаем раскатывать скалкой. Несколько раз переворачиваем наше тесто, чтобы со всех сторон была одинаковая толщина.
Толщина должна быть около 1 сантиметра. А теперь используем половину мака от общего количества и равномерно размазываем его по поверхности теста, не доходя до краев. Аккуратно сворачиваем тесто с маком в рулет. Оба конца рулета сворачиваем в шапочку. Прижимаем край рулета по длине, чтобы он не раскрылся. А сейчас разрезаем рулет вдоль, отступая 5 сантиметров от одного конца. И дорезаем до другого конца. Выворачиваем внутренние части вверх и начинаем плести в косичку. Плотно закрепляем конец. Смазываем противень, покрытый пергаментом, маслом. Аккуратно перекладываем наш рулет. Смазываем рулет взбитым яйцом. Предварительно разогреваем духовку до 356 градусов по Фаренгейту или 180 градусов по Цельсию. Помещаем наш рулет в духовку на 30-40 минут, в зависимости от вашей духовки. Тем временем, пока выпекается наш первый рулет, я сделаю то же самое со второй частью теста. Ну что, посмотрите, какой у нас получился плетеный рулет. Просто красота! Пробуйте приготовить этот красивый, невероятно вкусный рулет. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, как он у вас получился. До следующих встреч!